Знакомство по интернету. Что из этого получится? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, мои хорошие, что я вам могу сказать? Характер ваш немножечко так начинает нервничать, да, вот начинаете все больше нервничать, все больше показываете свой характер, а все потому, что были долгий период времени в своей жизни, были очень-очень терпеливые, вы были уступчивы. Особенно то, что я вижу, это касается любви и отношений. Много-много раз вы позволяли женщинам своим садиться на шею, да? На какие-то вещи вы закрывали глаза. Хотя подкрадывались такие небольшие сомнения, да, вот были такие спорные моменты в ваших отношениях. Может быть, у кого-то сейчас это проиграется, да, вот если вы сейчас в отношениях. То есть своим женщинам, если так по-простому выразиться, вы много раз позволяли борзеть, наглеть, как угодно можно это называть. А все потому, что любили, потому что испытывали такое большое, чистое, искреннее, настоящее чувство. Вы если любите, то любите. Вы не умеете притворяться в любви, вы не умеете играть, вы не умеете использовать женщин. И давайте как раз сделаем маленький опрос, да, который мы в каждом видео делаем. Пишите обязательно все. Всегда очень интересно читать ваши ответы, да. Плюс это помогает продвижению канала. Напишите, пожалуйста, вот вы сейчас, вот на данный момент, да, вот может быть кто-то реально уже поняли наконец-то, что вы много чего позволяли своим женщинам, но и реально их разбаловали. Вот вы понимаете этот момент или же нет? Но мы продолжаем дальше. Я не скажу, что у вас очень много друзей-приятелей. Вот вы цените в людях надежность, вы должны быть уверены в человеке. Особенно вот когда вас предавали, да, у вас были такие периоды, особенно были сложные периоды в личной жизни. Поэтому вы теперь очень осторожничаете с людьми, вы осторожно сходитесь. Я не скажу, что даже дружить вы начинаете вот так вот прям сразу. Хотя сами по себе вы человек очень открытый, вы очень светлый человечек. Вы, ну, позитивно ориентированный, что ли, да, стараетесь везде видеть позитив, хотя иногда хочется послать все куда подальше, да, вот иногда и вас накрывает, ну, это нормальное явление, но все-таки вот этот огонечек надежды на то, что разгребете все свои проблемы, он у вас есть, этот огонечек. Кому-то из вас сейчас хронически не хватает женского тепла и нежности. Это может быть, когда, допустим, вы длительный период в одиночестве, да, потому что, ну, опять же, я повторюсь, может быть, вы человек, который не будет довольствоваться лишь бы какой женщиной. Поэтому и нехватка тепла, а чтобы получить тепло, нужно как минимум влюбиться и начать отношения, правда? Те из вас, кто сейчас, может быть, пребывают еще в отношениях, у вас точно так же проигрывается подобная ситуация. Вроде бы вы и в паре, вроде бы вы и в семье, но нет никакой нежности, тепла. Если и есть даже какая-то нежность во время, там, так скажем, супружеского долга, да, но это реально уже как долг. Это может быть как-то на автомате. Но это не те обнимашки-целовашки, правда? Это совершенно не то тепло, и вы это понимаете. Здесь хроническая нехватка любви, нежности и ласки. Причем я смотрю так уже давненечко, очень часто у нас выпадает в раскладах, уже, ну, с давних пор я имею в виду, выпадает именно этот момент, нехватка вот женских таких проявлений эмоций и любви. Вы человек, который имеет очень такую, знаете, очень широкую душу.
Своим светом, своим теплом вы готовы обогреть многих. Вы помогаете, может быть, каким-то образом своим там родственникам, друзьям, приятелям. Может быть, кто-то даже бездомных животных подкармливает, либо же вы приютили, да. Ну, то есть вы такой вот именно светлый человечек с большой буквы. И это не пустые слова, я говорю то, что я вижу. Люди к вам тянутся, люди чувствуют вашу доброту, вашу щедрость, вашу податливость. Но иногда, как я вот сказала в начале расклада, что характер все чаще начинает нервничать, потому что люди просто борзеют рядом с вами. Вот они пользуются вашей добротой, и вы это понимаете. И действительно становится обидно, да, когда ты готов всю душу отдать человеку, да, неважно какая ситуация, хоть дома, хоть на работе. А потом ты понимаешь, что тебя тупо использовали. Твою доброту просто использовали и вытерли ноги об твою душу. Есть такой момент, правда, ребят? Поэтому как-то вот так вот, знаете, я сейчас, чем больше анализирую, вот даже вот разные ситуации своих клиентов на личных раскладах, я понимаю, что реально вот почему-то так жизнь складывается, почему вот классным мужчинам попадаются, ну, не очень хорошие женщины, мягко говоря. Вот почему так? Почему мир перевернулся, добро не ценится, семья не ценится, вот какая-то такая трансформация отношений, я не знаю, межличностных отношений, да, и вообще между мужчиной и женщинами произошла. Поэтому я не знаю, что нужно сделать, чтобы это все как-то устаканилось, чтобы люди начали ценить друг друга, поступки друг друга, да, чтобы вот эта корыстность пропала. Но я думаю, она уже не пропадет, правда? Я думаю, дальше будет только хуже, и уже просто удивляться нет сил от этих всех вот ваших любовных историй, порой очень таких болезненных. Давайте-ка посмотрим, мои хорошие, какое же будет у вас знакомство по интернету. Я знаю, что не очень мужчины так приветствуют эти знакомства. Ну, кто-то общается по интернету, кто-то чисто развлекается. Ну, то есть по статистике, насколько я наслышана, не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, все течет, все меняется, но не все доверяют интернетным знакомствам, и порой очень часто бывает именно обман вот в таких вот отношениях, общениях. Хотя это отношениями я даже не могу назвать, если люди, ну, в жизни не виделись, да, ну, увидеться по видеокамере, ну, как-то это не то, правда? Давайте-ка посмотрим, что же за знакомство будет в вашей жизни и кто будет эта женщина. А может быть, у кого-то уже она есть, да? Вы просто переворачиваете под себя. Смотрите, мне показана ситуация, что те из вас, кто сейчас вот общается по интернету, может быть, вы будете, кстати, общаться, поэтому никогда не зарекайтесь. И даже скептики, кто из вас не доверяет этим интернетным знакомствам, иногда могут залипнуть. Да, вот, ну, бывает, где-то в соцсетях кто-то где-то напишет, вроде бы вы не рассматриваете, да, эту женщину, а потом начинаете общение и понеслась жара. Поэтому, смотрите, мне показано, что среди вас вот те, которые общаются, либо же вот будут общаться в скором времени, но это будет общение не от хорошей жизни, либо же оно уже у вас есть. Это общение после утраты, после того, как вы потеряли любимую женщину, то есть вы разошлись, да, ну, от одиночества, если так коротко. Многие из вас не хотели, в общем-то, даже, ну, те, кто общается, я имею в виду, не хотели, в общем-то, даже туда залезать, вот в эти соцсети. Кто-то, может быть, даже и не имел, а ваши там близкие, может быть, коллеги, знакомые сказали, а ну попробуй, заведи страничку, да, вот, либо же кому-то из вас могут это сказать в ближайшее время. Просто я акцентирую, поскольку это общий расклад, чтобы вы поняли, да, и не писали мне, нет у меня никакой странички. Поэтому я говорю, что возможно, вы захотите, да, вот вам скажет ваше близкое окружение, вот попробуй, да, вот как говорится, чем черт не шутит, а ну-ка попробуй попереписывайся. Потому что можно и в жизни познакомиться, да, и ты не знаешь, какой человек перед тобой. А можно и в интернете познакомиться. Просто в жизни, ну, здесь, конечно, ты ближе видишь человека, здесь проще.
Так вот, нет хорошей жизни — это общение, да. Кто-то из вас просто развлекается. Есть среди вас те, кто может быть, даже с несколькими женщинами переписывается. Это может быть такая длительная, затяжная переписка. Причем вы изначально могли вот реально туда пойти просто потому, что скучно, одиноко, да, это было дружеское такое общение, либо же сейчас оно у вас продолжается. Но одну женщину я бы все равно выделила среди этого такого вашего, так сказать, интернетного общения. Это даже не то, что вы пошли там целенаправленно, вот увидел там страничку и написал вот Маша, Даша, Наташа. Нет, вот как-то оно у вас спонтанно все начиналось, да. Кто-то кого-то лайкнул, кто-то там смайлик послал, либо же коммент написал под фотографией, может быть, либо под постом вашим, либо же вы написали кому-то, да, из женщин, и тут понеслась жара. То есть поначалу вы абсолютно не придавали значения, да, есть момент недоверия, есть момент, когда, ну, просто вы проводили время, да. Кто-то по-дружески начал общаться, вот так затянулось ваше общение. Но вот одну женщину я бы выделила. Женщина, она может далековато от вас жить, это либо же, ну, другой город, другая страна. Женщина приблизительно среднего возраста, женщина довольно неплохо эрудирована, она симпатичная, да, ну то есть фотографии её вы видели, либо же, может быть, по видеосвязи вы уже общались. Женщина вот вас зацепила. Повторюсь, возможно, у кого-то это проиграется вот в будущем, да, вот в ближайшем будущем. То есть зацепит вас эта женщина, когда вы начнете общаться. Она такая, знаете, она может даже в переписке, ну, либо же, если вы общаетесь уже там по связи, там, да, по Вайберу тому же, там, еще по каким-то мессенджерам, она такая веселушка. Вот она даже если пишет какие-то сообщения, но они такие трогательные, они смешливые. Ну, то есть они вас не оставляют равнодушным. Очень как-то быстро вы сошлись. Вот вы почувствовали, вот, ну, свой родной человек. Хотя, опять же, вы на нее никаких ставок не делали. Вы понимали, что, либо же сейчас понимаете, да, что, ну, вот классно с ней общаться. Вот, ну, такой свой рубаха парень, да, хоть она и женщина. Поэтому вам импонирует. Внешне она вам нравится. Вот если вы ее видели, кто видел, да, внешне она нравится, нравится ее манера общения. Вы будете дальше находить все больше каких-то вот общих таких тем для размышлений, для рассуждений. Вы найдете какие-то точки соприкосновения. Поэтому вот комфорт поначалу это был комфорт, да, вот в общении, ну, либо же будет, да, вот с этой женщиной. Чем дальше вы будете общаться, вот ваше такое вроде бы шутливое общение, оно будет переходить, ну, в разряд более близких таких. Вот знаете, когда даже те же сообщения, ну, придается какая-то перчинка, какой-то флирт, какое-то такое, знаете, общение, когда есть намеки на сексуальность, да, ну, то есть уже это не совсем дружеские такие переписки, либо если вы созваниваетесь, и вы это понимаете, вы как будто вот подхватываете эту игру, такая страстная игра, которая вроде бы начиналась так безобидно. Давайте-ка посмотрим, что же еще получится из этого. Мне прям самой интересно. Смотрите, те из вас, кто сейчас общается вот с женщиной, если, допустим, вы пока не виделись, да, вот чисто по интернету, там по телефону, вы пока вот немножко еще сомневаетесь, а получится ли, потому что у вас очень такой, ну, трезвый подход. Вы настолько вот просчитываете на 10 шагов вперед, потому что боитесь опять же ошибиться. Даже вот такие моменты, как финансы. Среди вас есть те, кто вроде бы и общается с женщиной этой, да, вроде бы она вам и импонирует уже, но вы переживаете, а потянете ли вы финансово, потому что здесь могут быть как раз у вас, ну, то ли какие-то финансовые проблемы, либо же вы вот стоите одной ногой уже
без работы, да, то есть вас могут уже предупредить, либо вы будете уволены, либо вы сами собираетесь увольняться. Поэтому здесь тоже спорный момент, и вы думаете, елки-палки, да, вот, а если какой-то период буду без работы, а как я могу продолжать и сближаться с этой женщиной, да, то есть среди вас такие, напишите, ребят, кто, ну, реально вот попал в такую ситуацию. Хотя чем больше вы общаетесь, вы будете проникаться этой женщиной. Вот все больше она вам будет западать в душу. Может быть, у кого-то уже запала. Оба вы общаетесь, конечно же, не для развлечения. Но это только сейчас, вот вы поняли, да, кто-то, ну, может быть, кто-то в будущем поймет. Смотря кто когда с ней начал общение. Да, у каждого, понятно, своя женщина. Кто-то раньше, кто-то, может быть, вот недавно познакомился, а кто-то вот еще вот в ближайшее время только начнет такое общение. Поэтому переворачивайте, ребят, чтобы потом не возникало таких вот комментариев, ну, которые для меня порой бывают странные, да, но все-таки это общий расклад. Вы оба, в общем-то, ну, два одиночества. Вы оба все равно пришли не просто так в интернет, либо же придете в него. Все равно где-то там в глубине души вы надеетесь, а авось повезет, а вдруг получится, да, вот встретить свою половинку даже в интернете, хоть вы и скептиком можете быть. Поэтому цели у вас одинаковые, это уже хорошо. Вы будете стремиться постепенно, да, вот по мере вашего сближения, конечно же, как можно быстрее будете стремиться перевести в разряд реальных отношений. Это ваше интернетное такое знакомство. У кого-то может даже проиграться, что, может быть, в ближайшее время вы встретитесь, либо вот недавно встречались, да. И я вам скажу, эта женщина вам очень понравится. Потому что иногда вот почему-то принято среди людей считать, что интернет это одно, видеосвязь это одно, а в жизни это другое. Так вот, я вам скажу, что когда вы даже встретитесь с этой женщиной, особо вы даже не разочаруетесь. Вы будете скорее, так знаете, переживать накануне, на стреме стоять, что вот, а вдруг сейчас выйдет крокодил, а может быть она в жизни вообще не такая, да, может быть по видеосвязи там как-то она там намарафетилась, да, что-то там сделала, ну то есть такие заморочки у вас есть. Но вы не будете разочарованы. Вы не будете, единственное, что вот финансы вас будут беспокоить. И еще такой момент, что вы переживаете по поводу того, что вот расстояние. А что делать с расстоянием? Ну вот реально, если вы живете в разных городах, либо же странах, и между вами возникает такая большая чистая любовь, настоящая любовь. Вот что делать? Кто к кому будет ехать? А вдруг она не захочет к вам ехать? Либо же вы не сможете туда переехать, но это вообще с концами нужно переезжать. Это вообще полностью нужно менять жизнь. То есть вот эти вот моменты вас очень так настораживают. Напишите, у кого резонирует и проигрывается эта ситуация. У вас может получиться семья, ребят. У вас выпала карта семьи, карта дома. И даже я вижу, что среди вас есть те, кто будут готовы бросить здесь все и переехать. Особенно, если эта женщина живет за границей. Вы захотите поменять даже вот страну, может быть, потому что, вот, к примеру, если она живет где-то за рубежом, вы будете считать, что там как-то перспективней, там лучшие условия, да, другой менталитет, язык другой, все другое, но тем не менее вы захотите, вот кто-то из вас кардинально поменять свою жизнь. Ну и, конечно же, это будет не без любви, потому что вы из тех, как я сказала уже в начале расклада, вы из тех мужчин, которые не будут никуда не переезжать, да, не менять кардинально жизнь, если вы капитально не влюбитесь. И вы это прекрасно знаете. Поэтому, мои дорогие, кто сейчас общается по интернету, либо же будете общаться, да, у кого как проиграется, ну, в общем-то, у вас есть очень классные такие перспективы на будущее с этой женщиной. У вас все может получиться. Нужно немножечко, может, где-то договориться, да, вот кто, кому, как, да, как мы это будем все делать, как мы это будем все проживать, переживать.
это очень важный момент, когда люди не просто вот там влюбились, да, не любовники, а когда вот именно как друзья, когда как два партнера. Ну и, конечно же, потом любовники идут, и уже потом муж и жена, если вы захотите. Вот такая должна быть у вас договоренность, тандем такой. И тогда у вас все будет классно и получится. Поэтому, мои хорошие, даже если вы, может быть, не доверяете, да, интернету, кто-то, может быть, сейчас думает, что а вот завести страничку, не завести, либо же общаться там, не общаться, знакомиться, не знакомиться. Я вас могу уверить, что, ну, судя по раскладу, да, то, что нам показывает Таро, очень неплохие варианты вас ожидают. И есть большой шанс вообще круто поменять жизнь и обрести не только любовь, а поменять вообще жизнь и начать все с чистого листа. Вот такой был сегодня у нас расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!